Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня мы будем вместе с вами плести очень интересные, но простые серьги в технике фриволите. Кстати, с ними справится даже новичок, так как они состоят всего лишь из одного базового мотива, то есть лепестков. Кстати, сейчас я именно в этих серьгах. На мой взгляд, получился очень достойный результат. Если вы впервые на моем канале, то не забывайте подписаться на него, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. Хочу также заметить, что у меня есть не только канал, но и группа ВКонтакте. Ссылку на него вы найдете вверху, либо в описании под этим видео. А также дополнительно я веду страницу в Инстаграме. И если вы хотите попасть в мои сторис, то вам всего лишь нужно сделать отметку с моим никнеймом под вашими фотографиями. В истории я добавляю работы своих подписчиков. Вы тоже можете попасть. Ну что же, если вам интересен этот мастер-класс, давайте уже приступим к плетению. Нитки у меня будут использоваться в работе Yarnart Camellia. Использую я их достаточно редко, потому что они в плетении не особо удобны. И хочу также заметить, что я не плету вместе с вот этой металлизированной нитью, которая дополнительно здесь скручена. Этот металлик я буду удалять. Я просто стягиваю в сторону всю металлизированную часть нити. А далее вот эту нить я буду наматывать уже. Итак, также нам понадобится дополнительно 4-миллиметровые бусины. У меня это вот такой золотисто-оранжевый цвет и такой вот более яркий оранжевый оттенок. Также нам понадобится челнок, уже с намотанной готовой нитью. Начинаем плетение. Все колечки будут одинаковые, то есть плестись по одной и той же схеме. Схема у меня будет 5 пико, 5 пико, 5 пико, 5. Вначале я, как обычно, заправлю кончики ниток. После первых сплетенных 5 узелков мы делаем маленькое соединительное пико. Далее плетем еще 5 узлов. А теперь мы должны сделать большое пико, на котором будет у нас расположена бусина. Для этого вы можете взять либо сложенную проволоку, либо, если у вас позволяет крючок, подкладываем бусину. Надеваем ее на крючок. У меня крючок, кстати, номер 5, поэтому он проходит 4-миллиметровую бусину. Подхватываем нить и надеваем бусину. Я оставляю здесь крючок, зажимаю его пальцами, а далее плету узел. Мы делаем это для того, чтобы понять, какой длины у нас должно быть пико. Потому что далее я буду пользоваться именно шаблоном для пико. Я сделаю его из обычной картонки. Просто взяла размер, который мне нужен. И теперь им буду дальше пользоваться в работе. Дальше мы плетем снова 5 узлов. Делаем опять соединительное маленькое пико. И еще 5 узлов. После этого колечко можно затянуть. Далее, не отступая, мы плетем следующее кольцо. Схема будет точно такой же, как и у первого, и вообще все колечки плетутся по одной схеме. После того, как вы сплетете 5 пико 5, мы должны будем выполнить соединение и надеть бусинку на наше пико. То есть, смотрите, я надеваю бусинку на крючок, прохожусь сквозь соединительное пико, которое у меня здесь осталось. Далее выполняю соединение. И доплетаю колечко по схеме. Ничего у нас здесь не меняется. Итак, вот что у вас должно получиться. 2 колечка, которых соединены между собой с помощью бусинки посерединке. Из-за этого у нас работа получается объемной. Следующее мы начинаем плести колечко опять 5 пико, 5 пико, 5 пико, 5, но в начале, после первых 5 узелков, мы должны будем выполнить соединение с колечком, которое у нас лежит снизу. То есть я беру не верхнее кольцо, а нижнее. Вот сейчас я сплету 5 узлов.
А далее выполняю соединение за вот это соединительное пико, которое у меня здесь есть. И соединяю колечки. Далее мы выполняем все те же действия, как и при плетении первого кольца. То есть мы плетем 5 узлов. Далее подкладываем шаблон, делаем пико. Шаблон убираем. У нас вот такое пико получается. Далее мы доплетаем кольцо до конца и затягиваем его. Вот что у вас должно получиться. Следующее мы опять плетем без отступа колечко, точно так же по схеме, предложенной мною. Не меняем ничего. И опять после первых 5 узелков выполняем соединение, но уже в этот раз со вторым колечком, которое у нас идет в верхнем ряду. Сплели 5 узлов. Колечко вот это вот я решила убрать, чтобы оно мне не мешалось. Я его просто загибаю вниз. Далее придерживаю работу и прохожусь сквозь соединительное пико с самого верхнего колечка. То есть по сути мы плетем 2 ряда цветочков. Далее опять плетем 5 узлов. И не забываем, что нам нужно также надеть бусинку. Я опять надеваю ее на крючок. Далее прохожусь и надеваю ее на пико. Оставляю вот этот хвостик. И выполняю соединение с колечком. Доплетаю до конца. Колечко после этого затягиваю. Схема очень простая. С ней справятся, наверное, даже новички. Самое главное уметь присоединять правильно бусинку. Таким способом мы должны будем сплести 13 колечек. У нас даже получается не 13 колечек, а 13 пар колец. Вот, посмотрите, что у меня сейчас получается. К сожалению, нить очень тонкая. Я очень надеюсь, что вам видно и вы понимаете, о чем идет речь. То есть, вот видите, у меня работа, она в 2 слоя идет. Весь процесс плетения я не буду вам показывать, потому как он очень простой, прям очень простой. Вы так и плетете по спирали, доплетаем 13 колец. Ну что же, вот я закончила свою работу. У меня получилось 13 пар лепестков. Вот такая вот спиралька у вас должна получиться. Теперь мы оставляем достаточно длинный хвостик нити, обрезаем его, надеваем на другой конец иглу и будем расшивать. Для начала нам нужно развернуть работу, как будто бы она у нас лежит в одной плоскости. Далее мы складываем друг с другом 2 боковых лепестка. И теперь мы должны зафиксировать их в таком положении. Для этого я просто пройдусь, вот посмотрите, покажу поближе. Я буду просто проходиться через основание колечка напротив, пришивая их друг к дружке. Далее нам нужно, чтобы до пико, которые у нас здесь есть соединительные, у нас колечки были друг к другу пришиты. Поэтому мы аккуратно проходимся через узелки и пришиваем все 4 колечка между собой. Проходимся через все пико, которые у нас здесь есть, то есть получается у нас их 4. И фиксируем. После этого мы должны перевернуть работу, чтобы у нас вот эти колечки оказались внизу. И теперь мы должны отсчитать и посмотреть, где у нас середина. У нас всего 13 колец, значит 7 колечко будет у нас центральным. Сюда я пришью как раз таки зафиксированные свои колечки. То есть я прохожусь за основание 7 колечка посередине, получается даже за основание 2 колец. И притягиваю работу. У нас получается вот такая конструкция. Достаточно интересная, согласитесь. Теперь мы переворачиваем работу наизнанку. И здесь мы проходимся
в бок через основание колец. Следующее колечко, получается, оно у нас 6-е по счету. Просто следующее в любую сторону в боковое кольцо. Далее мы должны надеть бусину. Я взяла специально другого оттенка, чтобы был контраст. И вшиваю ее в противоположное кольцо. Вот если посмотреть, вот у меня пришитые колечки. Аккуратно, чтобы не было стежков. И переворачиваю на лицевую сторону. Далее мы проходимся по кругу через основание всех вот этих оставшихся колец. И выходим опять в начале, где мы начинали нашу расшивку. То есть вот посмотрите, я аккуратно там посерединке прохожусь через все основания колец. Делаем мы это для того, чтобы скрыть немножко и стянуть наши мотивы, потому что здесь остается небольшой зазор. На самом деле можно было взять просто бусинку покрупней. Все, далее мы можем еще раз пройтись через бусинку и теперь уже аккуратно на изнанке проходимся и пришиваем точно таким же способом вторую сторону. Мы должны будем пришить вот сюда верхние, то есть во вторые колечки верхние, также еще 2 бисеринки. Пришивать мы бисеринки будем между, то есть мы вначале проходимся за основание одной бусинки, проходимся в нее. Далее надеваем оранжевую бусину, нам понадобится 2. Пришиваем также в следующую бусинку, вот видите. То есть у нас получается сверху образуется некий квадрат. Дополнительно, кстати, эти бусины будут держать наш мотив. Вот таким способом у нас будет оформлена верхушка. Далее я пройдусь еще раз по кругу, чтобы у меня это все было хорошо зафиксировано. Проходимся 2 раза через бусины. И теперь уже фиксируем конец нити. Ну что же, работу над серьгами я закончила. Соединила я их через вот эти вот верхние центральные, получается, бусины. Через соединительное колечко. И вот так вот они теперь будут выглядеть. Ну что же, я очень надеюсь, что это видео понравилось вам, и оно было интересным и полезным для вас. Если вам понравился мой мастер-класс, то не забывайте подписываться на канал, а также ставить пальчики вверх. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.